Самая интересная экономическая новость прямо сейчас – это небывалый бюджетный маневр. В тот момент, когда федеральный бюджет только-только начал исполняться, Владимир Путин распорядился увеличить масштабы индексации пенсий и пособий. Социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию, а она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка и составила 9,5%. В бюджет было заложено повышение социальных выплат на 7,3%, но их пересчитают задним числом и повысят на 9,5%, то есть почти на треть больше запланированного. Такое переписывание бюджета на ходу – хорошая иллюстрация состояния российской экономики военного времени. Расходы везде и всюду растут так быстро, что никакого планирования по ним быть уже не может. Только перед тем, как начнем, вакансия. В нашу команду, которая готовит книгу про Вторую мировую войну, нужен иллюстратор и верстальщик. Иллюстрации нужно будет рисовать вот в таком стиле. Верстать в индизайне. В описании детали. Мы уже говорили об интересном свойстве военных расходов, которое отличает их от любых других. Вложение денег куда угодно, в инфраструктуру, безопасность, образование, здравоохранение, даже если они очень неэффективны, они позволяют вам сэкономить где-то еще. Понятное дело, что полиция в России институт не шибко эффективный, еще и коррумпированный. Но все равно расходы на увеличение штатов и повышение оплаты труда имеют в этой сфере смысл. От того, что патрульных, даже неквалифицированных, на улицах городов будет немного больше, уличной преступности станет немного меньше. Просто потому, что есть какой-то пригляд. Потому что не очень хорошая идея это отоваривать старушку монтировкой на глазах даже самого никчемного патрульного в бушлате на 3 размера больше. Гаишник с зарплатой 60 тысяч рублей с меньшей вероятностью отпустит пьяного водителя за 5 тысяч, чем тот же гаишник с зарплатой в 20 тысяч рублей. Он все еще отпустит за 100 тысяч, но пьяных водителей, у которых есть 100 тысяч на взятку, заметно меньше, чем тех, у кого есть 5 тысяч. Повышение зарплат, вопреки всеобщему заблуждению, коррупцию не искореняет, но делает порог входа в коррупцию выше. Если ваши гаишники не умирают с голоду, не вынуждены искать возможность срубить любую копейку, если нет всеобщего убеждения, что нарушение правил – это просто вопрос денег, то опасных водителей на дороге становится несколько меньше. А значит, больше людей вместо того, чтобы оказаться в могиле или инвалидной коляске, продолжат жить, ну и продолжат участвовать в экономической жизни страны. Может быть, на строительстве нового детского сада украдут даже в 5 концов. Тем не менее, когда он все-таки будет достроен, несколько десятков или сотен молодых родителей перестанут быть привязаны к дому и ребенку, смогут выйти на работу. Почти любые государственные расходы позволяют экономить на чем-то другом. Если у государства где-то убыло, то где-нибудь обязательно прибудет. Не всегда это соразмерно. Может, вы потратили рубль настолько неэффективно, что сэкономили только 50 копеек. Но 50 копеек вы все-таки сэкономили. Вам не придется платить пенсию по инвалидности жертве пьяного водителя, который откупился от гаишника за 5 тысяч. С военными же расходами дело обстоит радикально наоборот. Военные расходы создают отрицательную экономическую ценность. На каждый рубль, который вы потратили на войну, у вас где-то еще появился убыток, в лучшем случае на тот же рубль. Вы заплатили слесарю, обслуживающему поезда метро, 4 миллиона за подписание контракта. Слесарю этому оторвало конечности в первом же бою, и теперь вы должны ему 3 миллиона рублей за тяжелое ранение. В итоге вы потратили 7 миллионов рублей, получив минус одного слесаря, который раньше приносил пользу и платил налоги. Получили плюс одно пустое рабочее место, куда нужно найти нового слесаря за большие деньги, и плюс одного инвалида, которого придется теперь содержать до конца его дней. Вы повышаете зарплаты за службу на фронте, что вас заставляет повышать зарплаты во всем остальном бюджетном секторе. Ведь если на фронте платят 200 тысяч, а пожарному в МЧС или водителю троллейбуса 30, то очень скоро у вас не останется ни пожарных, ни водителей. Поговорим о неизбежных последствиях взрывного увеличения госрасходов, роста зарплат и дефицита кадров после небольшой рекламы. Сегодня карта зарубежного банка не излишество, а необходимость. Если вы пользуетесь иностранными сервисами или планируете поехать за границу, вам понадобится карта, которую можно будет пополнять из России. Если вы фрилансер и планируете выйти на международный рынок, вам понадобится счет в зарубежном банке для того, чтобы получать ваш гонорар.
Сервис Visa Tut One поможет вам открыть банковский счет в казахстанском, турецком, киргизском или армянском банке удаленно и оформить карты Visa и MasterCard. С помощью этих карт вы сможете совершать международные платежи, бронировать отели, оплачивать онлайн-сервисы. Сможете подключить их к Google и Apple Pay. Головной офис компании находится в Казахстане, но карты доставляют также по всей России. Причем рабочую карту иностранного банка вы получите всего за 1-3 дня по цене значительно меньшей, чем поездка в другую страну для открытия счета. Сервис Visa Tut One не просто оформит вам карту, но еще и даст подробные инструкции на всех этапах открытия счета. И даже после получения карты Visa Tut One будет на связи, и вы всегда сможете обратиться в поддержку сервиса. Так что, если вы решили оформить карту зарубежного банка, переходите по ссылке в описании и читайте про условия. Там много разных вариантов. По цене, по способам пополнения, по используемой валюте. Можно подобрать карту под свои задачи, а с промокодом CATS будет дополнительный бонус – скидка в 5%. Взрывное увеличение госрасходов, рост зарплат и дефицит кадров неизбежно влекут за собой неконтролируемую инфляцию. А значит, вам приходится и дальше наращивать государственные расходы, распространяя их уже на те отрасли экономики, которые, казалось бы, войной не затронуты вовсе. Но пенсионеры и получатели государственных дотаций живут в той же экономике, где цены уже адаптировались под возросшие зарплаты, а значит, неизбежно придется пенсии и дотации повышать. И это, заметьте, мы пока ни слова не сказали о действиях противника и санкциях. Не сказали о том, что когда вы тратите лишний рубль на постройку дрона, который прилетит в жилой дом, вам затем придется потратить еще сколько-то денег, чтобы сначала тушить, а потом чинить нефтеперерабатывающий завод, чтобы нивелировать последствия ответного удара. Пока мы говорим только о внутренних факторах. Индексация пенсий задним числом сверх заложенного в бюджете уровня – мера довольно беспрецедентная, но в данном случае логичная. Потому что уровень инфляции далеко опережает те параметры, исходя из которых бюджет верстался. К чему приведет увеличение социальных выплат задним числом? К росту инфляции. К чему приведет рост инфляции? К необходимости увеличивать все расходы и в первую очередь на войну. Увеличение всех остальных расходов приведет к чему? К дальнейшему росту инфляции. Этот пример показывает, насколько тщетна сама идея о том, что инструментами монетарной политики, изменением ставки, можно влиять сейчас на инфляцию. Бюджет вынужден в постоянном режиме не только финансировать войну, но закрывать все дыры, которые она создает. Чем больше бюджет тратит, тем больше он должен потратить в дальнейшем. Этот круг нельзя разорвать. Повышение социальных выплат обратно из экономики высосать банковской ставкой невозможно. Те люди, которые получают социальные выплаты и получат в данном случае побольше денег, все еще остаются базово нищими. 24 с копейками тысяч рублей средней пенсии неработающим пенсионерам после индексации – это не те деньги, с которыми особо что-то посберегаешь. Это деньги, которые люди сразу же тратят на потребление. Повышение пенсионных выплат немедленно окажется на потребительском рынке, где еще сильнее разгонят цены. В этом моменте сильнее всего видно, насколько инструменты мирного времени негодны для времени военного. Для времени, когда государство тратит все, что у него есть, вынуждено тратить то, чего у него нет, и все-таки иметь рекордный дефицит бюджета при 80 баксах за баррель, так это надо было умудриться. Все эти хитроумные практики фискальной и монетарной политики просто не работают. Правительство с 1 января резко повысило целую пачку налогов и сборов. Ввело прогрессивную ставку подоходного налога, увеличило налог на прибыль, повысило все мыслимые акцизы и пошлины. По идее, это грамотный подход в деле стабилизации бюджета. Но все эти дополнительные деньги, собираемые из экономики, разгоняют инфляцию. А в ситуации, где бюджет должен тянуть на себя всю экономику, быть главным инвестором и работодателем, рост налогов сам по себе влечет просто увеличение госрасходов. Новыми налогами ты делаешь жизнь для всех, от сборщика дронов для пенсионера, дороже. И вынужден всем им дать денег, чтобы покрывать новые налоги. Вы поднимаете ставку, что, опять же, совершенно грамотно в ситуации растущей инфляции. Но сами же вынуждены тратить больше на поддержку промышленности, которая берет кредиты по повышенным ставкам вашим. Бюджет и без того раздулся существенно между моментом внесения и принятием, адаптируясь к новой инфляции и ставке.
Но вот и месяца не прошло, и на него навешивают еще обязательства. Экономическая политика военного времени таким образом выглядит парадоксально. В ней нет как таковой политики. В ней нет момента, когда кто-то принимает решение. Такие-то и такие-то у нас цели, на том-то и том-то мы можем сэкономить, а здесь мы должны вложить больше денег. Просто раз за разом оказывается, что надо дать больше денег на все. Что нельзя потратить на войну меньше, чем она требует, потому что люди по 3 миллиона закончились, надо платить 4, и с этим ничего не сделаешь. Если люди закончатся, то фронт посыпется. Повышать социальные выплаты в условиях растущей инфляции и дефицита бюджета – это полная нелепица. Но тут нет другого выхода. Деньги обесцениваются с такой скоростью, что приходится догонять инфляцию, разгоняя ее. Казалось бы, федеральный бюджет только-только принят и начал исполняться. Никакого падения метеорита на Москву, ничего экстренного, что требует его прямо сейчас переверстывать, не случилось. Но оказывается, что надо переверстывать. Оказывается, что потребный объем накачивания экономики деньгами с осенней сессии Госдумы, которая бюджет принимала, изменился настолько сильно, что без пересмотра повышения социальных выплат никак не обойтись. Это история про то, насколько устойчива российская экономика в конце третьего года войны. Бюджет, принятый с существенным дефицитом, нужно переверстывать задним числом, оперативно затыкая социальные дыры. Можно ли существовать в таком режиме? Можно до некоторого времени. У страны есть еще остатки резервов. Инфляция пока не галопирующая. Можно чуть-чуть попечатать денег. Но долго жить в таком режиме совершенно точно нельзя. Такие бюджетные конвульсии вступают в очередное противоречие с понтами Владимира Путина. Дескать, у него есть все ресурсы воевать до второго пришествия. Все санкции ему нипочем. За 3 года государство, которое когда-то гордилось своей сбалансированной бюджетной политикой, которая выводила профицитный бюджет и пополняла резервы даже в ковидном 2020 году, теперь вынуждена не просто жить в постоянном дефиците, но оперативно подгонять бюджет под текущие нужды. В контексте войны это скорее даже позитивные новости, чем негативные. Мы точно знаем, Путин очень не хочет оказаться в ситуации острого дефицита ресурсов, когда любую проблему невозможно решить деньгами. Такие лихорадочные бюджетные маневры, пожалуй, что единственный реальный признак, что мы можем находиться ближе, если не к миру, его в путинской системе уже точно не будет, то к ситуации какой-то заморозки войны, когда люди хоть на какое-то время перестанут гибнуть в таких чудовищных масштабах. Просто потому, что убивать людей в нынешних масштабах стоит больше, чем у Путина есть денег. Мы никогда не опираемся на журналистику по источникам, потому что, как правило, это чепуха. Но в данном случае все уж слишком удачно сошлось. Рейтер выпустил статью, согласно которой Путин чрезвычайно обеспокоен состоянием российской экономики и недоволен своим финансово-экономическим блоком. И тут же Путин начинает в ручном режиме дирижировать экономикой. Тут-то рассуждения, приведенные Рейтером, становятся похожи на правду. Мы знаем, что Путин укушен 98-м годом. Он видел, как выглядит государство, у которого вообще закончились деньги, и знает, это единственное состояние государства, из которого нельзя выйти. Конституцию переписывать, репрессии наводить, воевать. Пока есть деньги, можно вообще все. Если же денег нет, то нет и власти. Не статья Рейтер, но действия Путина говорят о том, что понимание серьезных проблем есть, а главное, есть понимание, что вечно так жить нельзя. Плохая же новость тут вот какая. Даже если мы представим сугубо гипотетическое временное перемирие, в любом формате, текущую ситуацию это не исправит. Наоборот, резкая остановка прокачки военных бюджетов через экономику приведет к ее стремительному охлаждению. Рецессия наступит моментально. Моментально окажется, что экономика, которая уже перестроилась под регулярное возникновение новых вдов-миллионеров, без них жить уже не может. До завтра.